Всем привет! В этом видео покажу и немножко расскажу, как можно проверить турбокомпрессор, так сказать, турбину на двигателе на автомобиле. Надувает давление ли турбина? Буквально за 1 минуту без никакого инструмента. В первую очередь разберемся, как работает турбокомпрессор, где что и как подключается, чтобы знать, как проверять. Значит, турбонагнетатель состоит из двух основных частей. Это турбины и компрессора. Как видите, на турбонагнетателе с правой стороны установлена турбина. Турбина состоит из рабочего колеса и корпуса. Корпус изготовленный из сплава чугуна, так как это горячая часть турбины. С левой стороны, как видите, устроен компрессор. Компрессор состоит из двух частей. Из корпуса компрессора и рабочего колеса. Корпус компрессора изготовленный из сплава алюминия. Посередине между корпусом турбины и компрессора есть средняя часть, в которой установлены подшипники, втулки и есть два отверстия. Через верхнее отверстие входит масло, через нижнее уходит обратно в картер. И таким принципом смазывается турбина, турбинные подшипники, втулки, и тем же самым маслом охлаждается турбина. Между собой турбины колесо и компрессора колесо соединено стальным валом. Дальше на турбине установлены актуатор. Актуатор управляет вот этим клапаном на турбине, заслонкой, при помощи которой управляет турбиной. Ну а теперь давайте посмотрим, каким принципом работает турбокомпрессор. Значит, из двигателя горячие выхлопные газы начинают выходить через выпускной коллектор, поступают в горячую часть турбины, проходят через крыльчатку горячей части турбины и приводят вал в движение. На другой стороне турбины установлен корпус компрессора и на этом же самом вале крыльчатка. В тот момент крутится вместе и крыльчатка компрессора. И за собой через фильтр сосет воздух с атмосферы. При вращении создает давление во впускном тракте и через боковое отверстие подает сжатый воздух через интеркулер. Воздух охладился и дальше попадает в впускной коллектор. В коллекторе воздух распределяется по цилиндрам и таким образом обеспечивает поступление воздуха в камеру сгорания двигателя. Вот таким принципом работает турбокомпрессор. Все очень просто. И вот, как видите, перед самим впускным коллектором есть патрубок. Вот этот патрубок я буду теперь вот так, таким принципом рукой зажимать. Вот, как видите, он мягкий. Зажимаю вот теперь. И второй человек будет газовать, развивать обороты на двигателе. Когда обороты начнут развиваться, должна начать работать турбина и создавать давление. Надувать. Ну-ка, газани! Как видим, после того, как двигатель начал развивать обороты больше 2000, данный патрубок выдержать рукой невозможно, так как надувает турбина очень сильно. И таким принципом можно определить, работает ли турбина, надувает ли она или нет. В среднем турбина надувает от 1 бара до 2 бар, но много еще зависит от самого двигателя и автомобиля. Данный способ очень эффективный, когда покупаешь автомобиль. Еще можно проверить турбину вот таким принципом. Снимаешь впускной патрубок с холодной части турбины, вот с этого места, и смотришь, есть ли люфт на крыльчатке турбины. На турбины крыльчатке может быть только 2 люфта. Это осевой, которого не должно быть, и радиальный, который должен быть, но не очень большой, так как он даже присутствует на новой турбине. Как это проверить? Просто берется рукой и шатается сама крыльчатка. Значит, проверяем осевой люфт, которого не должно быть.
берем и туда-сюда толкаем. Как видите, здесь присутствует осевой люфт. На камеру не знаю, или видно, но можно по звуку даже понять, что ось болтается, так сказать, ходит туда-сюда. Если осевой люфт уже есть, значит турбина будет поджирать масло. И если он очень большой, то очень быстро турбина выйдет полностью из строя и может даже пойти в разнос двигатель, развалиться турбина и так далее. А радиальный люфт, который должен присутствовать, вот так можно проверить. Как видим, он здесь присутствует, но не очень большой. Ну, как-то так. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока.